Еще одна очень распространенная модификация очень распространенной же серии дома 1.447. Модификация 46 малосемейки или квартиры для малосемейных граждан. Это не самый маленький вариант квартир. Самый маленький — это квартиры гостиничного типа, которые по своей сути современные студии. Просто строились эти студии не сейчас, а давно. Так вот, про эти квартиры гостиничного типа вы можете посмотреть в этом видео, ссылка будет в описании. А мы сейчас говорим про малосемейки серии 1.447, модификации 46. Визуально из-за своей распространенности, естественно, дом может быть самым разным. Это и обычный кирпич, причем он может быть даже разного цвета, но при этом просто кирпич. Это может быть отделка вот такими плитами, и это может быть заштукатуренный, утепленный дом. Но это, естественно, уже более поздние добавления, скажем так. То есть изначально они все были кирпичными, ну или сразу в плитке. Причем, более того, в некоторых городах есть вот такие варианты с этими выносными частями, которые сложно сказать для чего, потому что в панельных или блочных домах их делают для устойчивости, а здесь, может быть, для красоты. И из-за этого внешний вид дома отличается от предыдущих, но это та же самая серия. Так вот, если он такой разный, то как же его тогда в принципе опознать? А опознать можно по маленьким окошкам на кухне. Так как дом этот для малосемейных граждан, зачем им большая кухня? И кухня тут маленькая, и окна на кухне вот такие маленькие тоже. Видно, что в доме может не быть балконов вообще. Балконы могут быть вот такие французские. Кто-то их даже умудряется стеклить, даже теплым остеклением. Но, тем не менее, балконы эти все равно такие маленькие. И могут быть вот такие обычные балконы, более привычные визуально, но суть при этом остается. Внутри квартиры идентичные, просто у них разное расположение, и вообще само наличие отсутствия балкона. И вот это маленькое окошко на кухне. Это то, чем отличается дом визуально. Внутри очень хорошо заметен на планировке коридорный тип. Причем он несколько смещен, то есть на одном этаже 19 квартир, но коридор поделен на две части. То есть люди живут в какой-то одной части вот этого длинного коридора. При этом лифт один, и он не просто маленький, а вход в него еще и через несущую вот эту толстенную стену, и получается, что туда вообще ничего не занесешь, потому что повернуть, развернуть что-то невозможно. И 19 квартир на этаже, 9 этажей на один лифт, скорее всего, люди все-таки ходят по лестницам, а лестницы тут самые обычные. И, естественно, у этой модификации такая же особенность, как и у всех домов серии 1.447, это продольные несущие стены. То есть несущие вот эти стены. И стены лестничных клеток. О чем это говорит пользователю? О том, что звукоизоляции с соседями не будет, потому что эти стены могут быть из чего угодно. В разных регионах это может быть гипс, это может быть один слой кирпича, но в любом случае они тонкие. А учитывая, что это маленькая квартира, в которой далеко не всегда живут малосемейные люди, будет шумно, будет слышно. Соседей этих самых очень много в подъезде, что прекрасно видно по почтовым ящикам в этом же самом подъезде. И да, кстати, о лифте. К нему ведет просто на редкость неудобная лестница, на которой практически невозможно устроить какой-то обычный пандус. Наверное, подразумевалось, что здесь будут жить люди без детей. И никогда и ничего на коляске они завозить и вывозить не будут. И естественно, здесь из особенностей, так как внешние стены несущие — это широченные подоконники, и вход в собственную дверь тоже вот такой вот, как в портал, как в лифт. И как обычно в ванной, из ванной на кухню вот такое окно. И в домах, в которых есть балконы, они есть в каждой квартире. То есть или балконов нет вообще, а вместо них вариативно вот такие ящики для цветов или просто такие элементы дизайна. Или это маленький-маленький вот такой балкончик, тогда дом выглядит вот так. Или совершенно обычный среднестатистический балкон. Планировки. Что из себя представляют планировки квартир? Во-первых, здесь все квартиры однокомнатные. Во-вторых, они разные. Даже вот эти однокомнатные квартиры видно, что разные. Какие-то
Меньше, какие-то больше. Часть квартир 21 метр, там плюс-минус, и часть квартир, то есть половина, около 30 метров. Естественно, в меньших квартирах кухни и комнаты меньшего метража, в больших квартирах кухни и комнаты большего метража. А что из себя квартиры представляют в ближайшем рассмотрении? Квартиры меньшего метража какие-то совсем грустные по планировке. У них входная дверь, сразу рядом с ней дверь в санузел. Ну и чтобы хоть какие-то шкафы людям иметь возможность встроить, шкаф изначально как бы от застройщика перенесен сюда, и поэтому комната неправильной формы. Такая красота у нас во всех квартирах меньшего метража. Вне зависимости от того, есть там балкон, нет там балкона, или балкон вот этот французский маленький. Суть остается. Вот здесь квартиры меньшего метража, вот так они выглядят. Вот так выглядят квартиры большего метража. В них комната обычной формы прямоугольной, и в прихожей сразу на входе есть место под шкаф, что очень удобно для такой маленькой квартирки. То есть, когда заходишь как бы не в туалет сразу, а рядом шкаф. И поэтому меньше необходимости ходить по вот этому преддверному коврику. Ну и кухни, конечно же, как уже говорилось, несколько разного метража, хотя есть разница вот в этот 1 метр, но по факту это практически незаметно и вряд ли на чем-то сильно отражается. То есть кухня все равно маленькая и очень маленькая. Санузел тоже очень небольшой. Ну, иногда, в принципе, как видно, люди стиралку выносят на кухню, потому что какие еще варианты? Итак, основные плюсы квартиры. Это, естественно, цена. Понятно, почему цена, потому что квартирки маленькие. Ремонт бюджетный, потому же метраж маленький, средств нужно немного. Дом кирпичный. Кирпич – это лучший строительный материал из возможного. Это толстенные стены, подоконники широкие, мини-холодильник на кухне. Почему бы и нет? Расположение этих домов, как правило, это районы, в которых уже сложившаяся инфраструктура, потому что дома строились довольно давно. Это не новострой в чистом поле, вокруг них уже все есть. Ну и минусы, естественно, это количество соседей в подъезде, маленький лифт, ужасная слышимость с этими самыми соседями и вот эти маленькие площади всего в квартире. Ну, все равно лучше, чем квартира гостиничного типа, в которой в одном помещении все. И кухня, и комната, то есть, по сути, ты живешь на кухне. Здесь кухня – это отдельное помещение, комната – это отдельное помещение, что уже, естественно, лучше. Это был не последний дом, не последняя модификация 147 серии. Со временем они будут появляться еще. Если вы жили в таком доме, обязательно пишите в комментариях свои ощущения, впечатления от проживания. Если вы живете в каком-то другом доме этой или любой другой модификации, смотрите описание этих модификаций серии у нас на канале в других роликах. До встречи в новых видео на канале про вокруг.